Всем привет, ребята! С вами снова Александр Сергеевич, и тема нашего сегодняшнего занятия – особенности слона. Давайте перечислим, что любит слон. Слон любит протыкать тяжелые фигуры противника, для этого у него есть особое оружие, сейчас я вам расскажу. Также он любит делать связки. Помните стихотворение? Похожие на солдата в каске, слон очень любит делать связки. Сегодня мы это поясним и узнаем, что же это такое. Кроме того, слон любит вместе со вторым своим коллегой, другим слоном, атаковать короля по диагоналям, а также вместе с ферзем сооружать страшное оружие пушку. Это тоже вам сегодня покажу. И покажу, что слон не любит делать. Итак, давайте начинаем. Это партия, которая у вас перед глазами, игралась ребятами на соревнованиях, не помню уже где именно, но я лично наблюдал. И здесь у черных на самом деле позиция хорошая. Посмотрите, мы об этом сегодня еще будем говорить. Все черные пешки находятся на белых клеточках. Вот этому слону совершенно нечего есть. Однако черные слегка поторопились. Им нужно было выстраивать свои ладьи по открытой линии, вот так сдваивать их, и дальше этого слона пытаться согнать. Пусть и медленно, но вот таким способом. Пешками, пешками, пешками. Ну, конечно, нужно подготавливать все эти маневры. А черные решили поторопиться и вместо хорошего хода ладьей на e6 походили ладья e7. После этого белый слон неожиданно достал страшное свое оружие, а именно шпагу. Кстати, не зря у слона старое название офицер. У него есть офицерская шпага. Смотрите, что он сделал. Он буквально проткнул черные фигуры. То есть ладьи попали на такую шпагу, на шампур слона. Вот это одно из любимых дел слона – протыкать тяжелые фигуры шпагой. Запомните, он тщательно выискивает, где фигуры встали по одной диагонали, и вот так вот протыкает. И теперь вместо хорошей партии, вместо победы, черные получили игру без материала. Здесь белые просто разменяли ладьи и довели эту партию до победы. Вот такая замечательная особенность у слона. Он носит с собой шпагу и умеет ею протыкать. Смотрите, в этой позиции то же самое будет. Здесь у белых замечательное положение. У них две пешки в центре, все фигуры выведены. Осталось только, согласно правилам, соединить две ладьи. Для этого нужно убрать ферзя своего, чтобы ладьи взялись за руки и дружно начали искать себе хорошую позицию. Для этого есть два хода. Убрать ферзя можно на d2 или на e2. Кажется, оба этих хода совершенно одинаковы. Но здесь кроется маленький секрет. На самом деле один ход хороший, второй плохой. Белые походили ферзь e2, вроде бы все нормально. Однако, после такого хода ферзь и ладья оказались на одной диагонали. Это тут же подметил черный слон. После хода слон а6 неожиданно шпага слона буквально поразила тяжелые фигуры белых. И потери неизбежны. Казалось бы, можно пешкой прикрыться, но есть волшебный ходик. Помните взятие на проходе? Раз, и ни пешки нет, и ни ладьи сейчас не будет, или ферзя. То есть мало того, что белые потеряют что-то крупное, так еще и пешку отдали. Лучше было бы играть такую позицию. Но и здесь преимущество черных очевидно. Это любимое дело слона – протыкать фигурки. В следующем примере я покажу вам еще одно любимое дело слона – это связочка. Слон – замечательная фигура для связок, потому что у него ценность невысокая. Если он свяжет кого-то крупного, то мы уже получим преимущество. Смотрите, в этой позиции пока вроде бы ничего страшного для черных нет. Но тем не менее есть такая маленькая связочка. Слон вот этого слона на самом деле связывает. Вы можете сказать, что это за связка такая? Нас же могут срубить вот так. Все-таки, ребята, слон черный не может уйти ни вниз, ни вверх, а может ходить только по этой диагонали. Такая связка называется неполной. Белые, конечно, могут просто срубить, и это будет всего лишь размен. Потеряли слона ладью, забрали слона и ладью. Но на шахматной доске правила немножко необычные. Если в обычной математике от перестановки мест слагаемых сумма не меняется, что 2 плюс 3, что 3 плюс 2 будет одинаковое число, то на шахматной доске, если поменять ходы местами, все может поменяться. Смотрите, мы же не обязательно должны рубить слоном, можем срубить ладьей. Кажется, ну что такого, срубили, мы сейчас срубим и все. Постойте, куда же торопиться? Можно и не рубить сразу.
ладья-то никуда не убежит, она попала под связку. Действительно, убежать ей некуда, мы можем срубить не сейчас, на следующем ходу. Куда торопиться? Прежде чем эту вкусняшку ладью съесть, давайте подождем, пока она хорошенько поджарится. Дойдет до готовности, пока она еще не готова. Надо посыпать приправу, подождать, пока она хорошо поготовится на медленном огне, напасть еще разочек. Чем же еще на ладью нападать? Конем вроде не получается, здесь везде клетки биты. Но можно еще добавить бой ладьей. Страшно, вдруг мат поставит там. Не бойтесь, мата не будет, ладья связана. Черные могут защитить ладью двумя способами. Отсюда. Защитились так. И снова мы можем просто срубить, но ничего не получим. Обмен. Давайте попробуем снова переставить ходы местами. Снова срубим. Вы можете сказать, так мат нам сейчас поставят. Тренер, смотри, форточки нет. Шах. Но у нас защиты много, можем конем прикрыться. А можем даже отпрыгнуть. Смотрите, какой ход замечательный. И шах, и удар по ладье. Открытое нападение, мы такое с вами изучали. Поэтому деваться черным некуда, рубят. И снова так рука и тянется, срубить ладью, да? Ну, король срубит, и мы не получили ничего взамен. Ладья еще не готова, еще не покрылась хрустящей корочкой, еще сыровато. Давайте еще добавим огоньку. Чем же на ладью напасть-то? А есть фигурки, конь, напали. Выясняется, пока этот конь прохлаждается на курорте черный, наш конь делает полезное дело. Мы сделали 2 удара на ладью, а конь-то не может помочь, и больше помочь некому. Как бы он ни торопился, ладья погибла. Можем так срубить, а еще сильнее слоном, и на ход короля даже поменяться. И теперь у нас вот она, наша лишняя фигурка. Слон сбегает, партия легко выигрышная. Вот так вот можно при помощи связок достичь преимущества. Любимое дело слона связка, замечательный приемчик. Движемся дальше. Сейчас я вам покажу один интересный примерчик из практики моего ученика. Эту партию играл когда-то очень давно Данил Чураков, мой ученик. Сейчас он уже вырос, большой, по-моему, даже школу уже окончил. И он отлично владел всеми этими темами и особенно любил делать связки. Эта партия игралась на первенстве города среди самых младших ребят. Данилка играл белыми. Смотрите, что получилось. Е4, С5. Конь F3, конь C6. Фигурки все ставят замечательно. D4 срубили. И черные сделали здесь странный ход ферзь C7. Конечно, такой ход иногда делается в сицилианской защите, которую играют черные, но лучше сделать это позже. Данил не знал здесь дебютов, он просто выводил фигуры, старался нападать, делать связки, ударчики, и это часто приносило хорошие плоды. Данил вышел слоном, и здесь он подметил, что король приоткрылся и захотел сразу же срубить. Правильной реакцией за черных было срубить пешкой, и хорошие пешки, замечательные, здесь не подступиться к ним. Но соперник съел ферзем, напал на пешку. Данил пешку-то защитил, конечно, не самый лучший ход. Лучше коняшкой вот сюда пойти, на c3, чтобы коняшка в центре была и поглядывала еще и на клеточку d5, вот сюда. Но Данил походил конь d2. Однако Данил здесь замыслил большую хитрость. После того, как противник походил конь f6, Данил сделал совершенно глупенький с виду ход. Он походил а4. Кажется, ну что это за ход-то такой? Рука начинающего шахматиста ведет эту пешку, наверное. Соперник ничего не понял, он же 2 удара на пешку сотворил и радостно схватил. Каково же было его удивление, когда ему прилетел супер удар слон b5. Вот для этого и был сделан ход а4 сбоку пешечкой, чтобы вот так вот поймать на связке ферзя с королем. После этого Данил легко довел партию до победы и, кстати, занял высокое место, насколько помню, в том турнире. Вот так вот можно связки использовать и в практических партиях. А мы с вами движемся дальше. Очень хороши слоны, когда они целятся в сторону короля. Посмотрите, в этой партии слоник не пускает короля в рокировку. Это один из способов, как задержать короля в середине доски. Запомните. Поэтому королю совершенно некуда ходить. Вот бы нам шажочек выписать такому королю. Но как же вы скажете это сделать? Он же надежно закопан своими пешками, фигурами. Однако всегда, открою маленький секрет, выбирайте ход по правилу шахи, срубы, нападения. Это наш клубный секретный алгоритм. Если вы будете так искать, то часто найдете комбинацию.
особенно если позиция хорошая. И здесь есть один способ поставить королю шах. Вот такой, шах. Кажется, ход глупый, мы теряем ферзя. Ну что же такое? Однако мы открываем вот эту диагональку. Смотрите, пешка срубила, и черный король приоткрылся для удара вторым слоном. Шах и мат. Вот это тоже любимое дело слонов. В паре охотиться на короля. Смотрите, как здорово слоны слаженно сработали. Итак, это третье любимое дело получается у слона. Также очень эффективной штукой является слоново-ферзевая пушка. И сейчас покажу, что это такое. В этой партии черные наскочили на слона, вот так вот, конь b4, а белые неожиданно взяли и увели слона. Ну, кажется, совершенно глупый ход. Слона убрали назад, заперли ладью, чуть ли не на начальную позицию, да? Однако у этого хода есть очень большая хитрость. Смотрите для чего. Черные не поняли смысла, выводят фигурки. Белые отогнали коня, конь ушел, и теперь как мы строим пушку? На острие пушки должен находиться ферзь. Мы ставим ферзя, здесь можно таким ходом поставить, прицелиться, но еще сильнее пойти вот сюда. Мы целимся не только в сторону короля, но и прицеливаемся на слона. Вот эта конструкция называется пушка. Вы можете сказать, что там же защитник есть от мата. Не переживайте, мы его сейчас разменяем. А под ударом черный слон. Черный слон ушел. И теперь осталось только снять защитника. Мы рубим, слон рубит. Вот как стреляет пушка. Бабах по позиции короля. Запомните, пушечное ядро – это ферзь. Он летит вперед и несет противнику мат. Если бы мы сделали пушку наоборот, вот в этой позиции, допустим, отогнали бы коня, да, поставили бы слона сюда, как-нибудь так игра продолжалась, так, это была бы не пушка, а конструкция, которую мы называем рогатка. Действительно, рогаткой можно стрелять только по воробьям, в данном случае по пешкам. Если черный как-нибудь походит, самое большое, что мы выиграем, это пешка. Оп, конечно, да, соперник не может срубить, ферзя потеряет, но он может просто отойти. Мы мат не поставили, а воробья пешку подстрелили. Поэтому, когда вы строите пушку, обязательно на острие у нас должен быть ферзик. Вот такой ход самый сильный. И пушка замечательно работает. Итак, а мы с вами движемся дальше. Почти все приемчики для слона мы прошли, и теперь самое время посмотреть, что же слон не любит. А не любит он оставаться голодным, когда у него нет добычи. Вот поглядите, очень показательная позиция. В данном положении все черные пешки находятся на белых клеточках. В итоге наш слоник белопольный не сможет никого срубить и умрет голодной смертью. Где он добычу-то раздобудет? А у черных, смотрите, сколько вкусняшек. Все белые пешки стоят на черных клетках. То есть черному слону явно добыча найдется. Поэтому позиция с большим преимуществом у черных. Я бы сказал, даже выигрышная. Это правило сформулировал еще третий чемпион мира Хосе Рауль Капабланка. Ставьте свои пешки так, чтобы они не мешали своему слону. Вроде бы слон их хорошо защищает, да, но счастье не в защите, а в атаке. Поэтому наш слон должен бегать между своими пешками, а не упираться в них хоботом. Вот так. Посмотрим, как протекала эта партия. Черные очень уверенно довели ее до победы. Сперва белые походили f5, они мечтают прорваться королем. Если черные срубят, король побежит и, может быть, даже доберется до пешек. Больше-то некому до пешек добираться. Слон не может, но черные очень умело и ловко все пресекли. Они походили h5, сильнейший ход, фиксируют пешку на черной клетке и хотят отогнать короля. Король отошел, точнее вперед побежал, да? Шах еще, король побежал, хочет пробраться все-таки к пешкам этот разбойник. Черные его не пускают, срубили белые, но теперь-то точно отманим. Раз король уйдет в сторону, мы сейчас проберемся. Но последовал хитрый промежуточный ход. Прежде чем срубить пешку, черные поставили шах. Пришлось белому королю ни с чем возвращаться домой. Отошел, и теперь уже черные срубили. И белые попытались использовать свой последний шанс. Поставили слона на размен. Слон f4. Вот сейчас было бы большой ошибкой срубить, потому что теперь даже если черные вот так вот встанут, все равно будет ничья. Белые аккуратненько отойдут назад и встретят этого короля оппозицией. Король f3. Вот так вот.
и будет ничья. Совершенно мудрое решение приняли черные в этой позиции, не поменявшись, они убрали слона и напали одновременно на пешку. Ну, кажется, вроде бы ресурсов защиты должно хватить, не так много фигурок осталось. Слон g3, слон f6, сильный ход, вторую пешку берут под прицел, уже две пешки попали под око черного слона. Защищаются белые, у них же тоже слон. И после хода король f5 выясняется на доске позиция цукцванга. То есть любой ход белых ведет их к ухудшению позиции и неминуемому поражению. Если король белых отойдет влево, черный король проберется вправо и погибнет пешка h. Если король двинется вправо, черный король двинется влево, погибнет пешка d. И то же самое со слоном. Куда бы ни двинулся слон, проиграется одна из пешек. Вниз на g, пешка h. Вниз на e, пешка d. Ну и то же самое. Вверх на g, пешка d, вверх на e, пешка h. То есть любой ход белые несут потери и постепенно проигрывают. Вот так вот. Так что располагайте пешки так, чтобы слон между ними мог ходить и не спотыкаться о них. Это все, что я вам хотел рассказать про слона. И на очереди у нас домашнее задание. Задание номер 1. В этой позиции можно сделать совершенно уникальную двойную связку. Старайтесь, думайте, все легко. Идем дальше. В этой позиции, позиции номер 2, черный король высунул неудачно нос подышать свежим воздухом. За это сейчас он получит по носу. Черные попадут под связку. Ищите как заманить и связать. Потери для черных неизбежны. Задание номер 3. Вот такое. Вроде бы у черных преимущество 2 ладьи против ладьи слона, но у белых есть опасная пешка. Кроме того, слоник белопольный, поэтому смотрите внимательно, какой из приемчиков здесь подойдет. Идем дальше. В этой позиции ход черных. Позиция номер 4. Ход черных. Достаточно хитрая задачка, но дам маленькую подсказку. Ладья белых стоит на А2 не очень удачно, а у черных есть белопольный слон. Нужно заставить белые фигурки расположиться по одной диагонали и нанести решающий удар. Кем? Конечно, слоном. Движемся дальше. И последняя, самая прикольная позиция. Мы ее разбираем с ребятами всегда на занятиях. Здесь белым грозит мат в один ход, у них не хватает фигуры, и тем не менее при помощи 3 красивейших связок они достигают материального преимущества. А я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока-пока.